Здравствуйте, зрители моего канала. В сегодняшнем видео я хочу показать вам не фильмы на физических носителях, но также вещи, связанные с кино, а именно кинофлайеры. Решил я вложить в свои издания эти бумажки. Увидел лот, в котором было представлено большое количество флайеров к фильмам, которые у меня есть в коллекции, за небольшую цену. Заказал этот лот, и в сегодняшнем видео я покажу все кинофлайеры из этой моей покупки, которые у меня есть. И первых два флайера — это те флайеры, которые у меня были до этого. Такой вам уже показывал флайер по Дюне. Этот флайер у меня давно есть в коллекции. Давно вложил в издание Дюны в 4К, который у меня есть. Это первый флайер. А другой флайер у меня был, но я про него забыл, поэтому видео с пополнением коллекции не показывал его. Но он у меня есть. Это флайер по фильму «Не время умирать». Тоже фильм примерно, не примерно, а из того же года, что и Дюна. 2021 год. Такой вот флайер. Здесь видим одного Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. А здесь уже обложка, на которой сразу много персонажей представлено. Такие вот два флайера, которые были у меня до этого. Один из которых показывал, а второй был у меня, но еще видео не показывал. Дюна и «Не время умирать». А теперь именно те флайеры, которые я получил в этой посылке. Их очень много, больше сотни. Буду показывать вам их по группам. А в конце также покажу флайеры к фильмам, которые у меня есть в коллекции. Но некоторые фильмы могут появиться. Такие вот дела. Флайеры, почему решил их добавить себе в коллекцию, дополнить ими издание, потому что это получается такая аутентичная, то есть если это не репринт, то они были выпущены, флайеры, в то же время, что и сами фильмы, такое аутентичное получается дополнение. И во-вторых, это официальная вещь, поэтому решил их себе взять. И первое у нас это комиксы Marvel. И первый такой флайер — Человек-паук через вселенные. Здесь видим обложка с несколькими Человеками-пауками. А здесь видим описание и два кадра из картины. Человек-паук через вселенные. Далее еще один фильм про Человека-паука. Это картина 2019 года «Человек-паук вдали от дома». На этот фильм я ходил в кинотеатр, но флайер тогда не взял. И здесь небольшое только описание, и основное место отдано под кадры из картины. «Человек-паук вдали от дома». Далее еще один флайер по фильму Marvel по киновселенной. Это «Доктор Стрэндж». На данную картину я тоже ходил в кино. Здесь описание побольше. Также присутствуют кадры. И написаны основные актеры, которые снялись в данной картине. Доктор Стрэндж. Далее четвертый флайер на тему Marvel киновселенной. Но это не Человек-паук через вселенную не относится к киновселенной, но показываю здесь с другим фильмом про Человека-паука. Вот фильм «Тор Рагнарёк», фильм Тайка Вайтити. Данную картину я тоже смотрел. Здесь небольшое описание и такой вот Крис Хемсворт в роли Тора. Тор Рагнарёк. Далее. Еще один фильм из киновселенной Marvel. «Человек-муравей и оса». Данное кино я тоже видел. Здесь два кадра и описание.
Следующая картина «Черная пантера». Так как на все предыдущие фильмы киновселенной, на эту картину я тоже ходил. Здесь у нас уже побольше кадров представлены. И описание тоже присутствует. «Черная пантера». И, наконец, последний флаер по киновселенной Marvel, к изданию, который у меня есть. Это «Капитан Марвел», картина 2019 года. И здесь видим несколько кадров и описание. Капитан Марвел. Такие вот 7 больших флаеров. Далее 6 флаеров, посвященных вселенной DC. Первый из них это «Бэтмен против Супермена на заре справедливости». Здесь 2 кадра и описание. И здесь на одном кадре Супермен, на другом Бэтмен. Далее Лига справедливости. Такой вот постер здесь представлен. И 3 персонажа и небольшое описание, о чем данный фильм. Лига справедливости. Далее Чудо-женщина. Видим Галь Гадот в роли Чудо-женщины. Здесь тоже этот один кадр только представлен и описание. Следующее это у нас Аквамен. Да, похожая ситуация, что с предыдущими флаерами. И, наконец, да, этот думал их 5. Ой, думал аж 6, их 5. И последний, это у нас самое новое из этих фильмов, что здесь представлено. Это «Отряд самоубийц. Мысль на вылет». Второй фильм про отряд самоубийц, не связанный почти с первым фильмом. Потому что здесь, кроме нескольких персонажей, другие персонажи у этого отряда уже не такие, как в первом фильме. «Отряд самоубийц. Мысль на вылет». Таких вот 5 флаеров по вселенной DC было в этой посылке. Далее флаеры по Disney. И первые 3 из них посвящены Звездным войнам. Это, во-первых, такой вот большой флаер по фильму «Звездные войны. Пробуждение силы». То есть он большого размера. Здесь описания никакого нету, только несколько кадров и реклама других вещей из «Звездных войн». Далее. 8-я часть «Звездных войн. Последние джедаи». Здесь уже описание есть, но также видим рекламу и несколько кадров из картины. «Звездные войны. Последние джедаи». И 3-й флаер из тех фильмов, что у меня есть про Звездных войн. Это «Изгой-1. Звездные войны. Истории». Здесь видим такую вот обложку и описание данной картины. И также реклама мобильной игры «Звездные войны. Вторжение». Таких вот 3 флаера к тем фильмам «Звездные войны», которые у меня есть в коллекции. Далее. Флаеры к мультфильмам Disney. Первый из них это «Тайна Коко». Видим описание, кадры из фильма. 3 кадра получается и с персонажами. Персонажи некоторые. Такая вот обложка «Тайна Коко».
Далее еще один большой флаер. Это Зверополис. Скоро выходит продолжение данной картины. Здесь видим описание также, кадры персонажей, реклама про продукции по этому фильму. Анимационный фильм «Зверополис». Далее, следующая картина — это «Суперсемейка». Еще один фильм от Pixar. Вторая часть «Суперсемейка 2». Здесь также описание, кадры и реклама продукции по данному фильму «Суперсемейка 2». И, наконец, четвертый флаер. Это картина под названием «Холодное сердце 2». Один из самых кассовых анимационных фильмов. Выходил в 2019 году. Здесь уже без рекламы. И здесь видим кадры в таких этих ромбиках и описание фильма «Холодное сердце 2». Это были анимационные фильмы. А далее фильмы с живыми актерами от Disney. Первый из них — это «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказок». Последний на сегодня фильм про пиратов Карибского моря. Здесь описание. И такого видим черепа здесь. «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки». Далее. Live-action ремейк «Красавица и чудовище» от Диснея. Здесь также описание, кадр, реклама продукции по данному фильму «Красавица и чудовище». Далее. Мэри Поппинс возвращается. с Эмили Блант в главной роли. Один кадр и описание. Музыкальный фильм от Disney. Далее еще один ремейк, точнее даже не ремейк, а можно сказать продолжение истории. Это Кристофер Робин, где в роли Кристофера Робина снялся Юэн Макгрегор. Здесь видим Винни-Пуха. Видим еще раз Винни-Пуха и кадр с Кристофером Робином и Винни-Пухом. Достаточно длинное описание. Далее. Малефисента, Владычица тьмы. Это ремейк, точнее не ремейк, это продолжение Малефисенты. Вторая часть Малефисенты. Здесь видим Анджелину Джоли в роли этой самой Малефисенты. И несколько кадров из картины и описания. Такой вот флаер. Далее еще один фильм 2019 года. Это «Аладдин», фильм Гая Ричи. Лайф-экшн ремейк анимационной классики Диснея. Фильм «Аладдин». Далее фильм Джона Фавро «Король Лев». Картина 2019 года, так же как и «Аладдин». Видим два кадра, описание. Король Лев. Далее последний ремейк из тех, что здесь показываю от Disney. Это фильм Тима Бертона «Дамбо», который показал не такие хорошие результаты в прокате, как «Аладдин» и «Король Лев». Здесь два кадра, точнее не два кадра, три кадра и описание картины. Фильм Тима Бертона «Дамбо».
И, наконец, два флайера по фильмам, которые не относятся к лайв-экшн ремейкам. Это «Земля будущего», картина Брэда Бёрда с Джорджем Клуни. Здесь видим много кадров такой вот формы и описание картины. Наконец, последний флаер по Disney. Это «Излом времени». Он горизонтальный флаер. Здесь описание, оно написано горизонтально, и кадры тоже так показаны. Фильм «Излом времени». Такие вот флаеры по фильмам Disney были в этой посылке. Далее картины от 20 века Fox. Эти флаеры будут поменьше размером, чем предыдущие. Но они все в одном дизайне, одного размера. И начну с фильмов про Людей Икс. Первый из них это Логан. Третий фильм сольный про этого персонажа, про Росомаху. 3 кадра и описание. Фильм Логан. Далее фильм Дэдпул. Здесь 1 кадр и описание. Дэдпул первая часть. Далее Дэдпул 2. Этот фильм я видел в кинотеатре. Здесь видим персонажи данной картины. Описание. Дэдпул 2. Также есть вариант Дэдпула 2 в виде «Жил-был Дэдпул». То есть это вложу в фильм Дэдпул 2. Потому что это тот же самый Дэдпул 2, просто более семейный. С более низким возрастным рейтингом. Жил-был Дэдпул. Далее. Люди Икс. Апокалипсис. Здесь видим персонажа этого апокалипсиса и описание данной картины. И последний флаер по Людям Икс. Это Люди Икс Темный Феникс. Здесь тоже 1 кадр и описание данной картины длинное. Люди Икс Темный Феникс. Это были 6 флаеров по Людям Икс. А далее будут флаеры к отдельным фильмам от 20 века Fox. Первый из них — дополнение к моей коллекции по этому фильму. Это «Алита. Боевой ангел». Фильм Роберта Родригеса, который продюсировал Джеймс Кэмерон по японской манге. «Алита. Боевой ангел». Видим такой вот постер здесь представлен. И видим здесь Алиту и достаточно длинное описание данной картины. Алита. Боевой ангел. Дальше фильм с Хью Джекманом «Величайший шоумен». Мюзикл с этим актером. 1 кадр также и описание. «Величайший шоумен». Далее еще один фильм Тима Бёртона под названием «Дом странных детей. Мисс Перегрин». Такой вот флаер. «Дом странных детей. Мисс Перегрин». Далее последний фильм на сегодняшний день от режиссера «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински под названием «Лекарство от здоровья». С таким вот интересным постером. Интересная обложка здесь. Здесь видим ванну и описание.
фильм «Гора Вербински. Лекарство от здоровья». Далее фильм Фрэнсиса Лоуренса с Дженнифер Лоуренс «Красный воробей». Здесь такое вот описание и показаны 4 персонажа данного фильма. Далее 2 фильма про шпионов со шпионами в названии. Первый — это «Шпионы по соседству», где у нас снялись Зак Галифианакис, Джон Хэм, Айла Фишер и Галь Гадот. Здесь показаны эти 4 персонажа и описание небольшое к данному фильму «Шпионы по соседству». Далее другой фильм со шпионами в названии. Это картина так и называется «Шпион», где у нас снялись Мелисса Маккарти, Джейсон Стэттем и Джуд Лоу. Здесь видим Мелиссу Маккарти в этом фильме. И небольшое описание. Картина «Шпион». Далее фильм Кеннета Брана про Эркюля Пуаро, где Эркюля Пуаро играет сам Кеннет Брана. Это фильм под названием «Убийство в Восточном экспрессе». Здесь видим кадр такой, описание данной картины «Убийство в Восточном экспрессе». Далее фильм про планету обезьян. Один из фильмов. Это фильм «Планета обезьян. Революция». Режиссер Мэтт Ривз. Здесь 2 кадра и очень короткое описание данной картины. «Планета обезьян. Революция». Далее фильм Ридли Скотта из франшизы «Чужих» под названием «Чужой завет». Здесь видим такой кадр и описание данной картины «Чужой завет». Далее экранизация компьютерной игры Assassin's Creed «Кредо убийцы», где у нас снялись Майкл Фассбендер, Марион Котийяр и Джереми Айронс. Видим такой кадр и описание «Кредо убийцы». И, наконец, последнее. Это у нас фильм от режиссера Люка Скотта, сына Ридли Скотта, под названием «Морган». Видим здесь фотографии 4 персонажей данного фильма и описание. И такие вот были флаеры по фильмам 20 век Фокс. Далее будут флаеры к фильмам от небольших студий. И здесь самое интересное будет первый флаер. Это флаер к фильму «Терминатор. Судный день», когда его показывали в 3D в 2017 году с дубляжом. То есть это самый старый фильм в сегодняшнем видео по времени выхода самого фильма. Такой вот известный постер из данной картины. Видим известный кадр, описание. Тот, кто этот фильм снял, кто с ним снялся. Такой вот флаер. «Терминатор. Судный день». Далее флаеры к фильму Квентина Тарантино, 8-му фильму «Омерзительная восьмерка». Здесь такое вот стилизованное изображение и описание данной картины. «Омерзительная восьмерка». Далее мюзикл с Райаном Гослингом
и Эммой Стоун под названием «Ла Ла Ленд». Здесь видим двух этих актеров в этом фильме и небольшое описание. Мюзикл «Ла Ла Ленд», который чуть не выиграл Оскар за лучший фильм. Далее еще один фильм с Райаном Рейнольдсом в сегодняшнем видео. Это у нас «Картина «Телохранитель киллера», где также снялся Сэмюэл Л. Джексон. Здесь 4 кадра и описание. Телохранитель киллера. Далее второй фильм про Джона Уика с Киану Ривзом. Джон Уик 2. Так вот, интересный кадр, интересная обложка к данному фильму. Джон Уик 2. И здесь видим один только кадр и короткое описание данного фильма. Джон Уик 2. Далее, следующая картина. Это фильм, в котором снялись Джеки Чан и Пирс Броснан. Называется фильм «Иностранец» от режиссера фильма «Казино Рояль». Описание, кадры из картины. Фильм «Иностранец». Наконец, последний из этих флайеров к фильмам независимых студий. Это «Тайна семи сестер», где у нас снялись Глен Клоуз, Нуми Рапаз и немножко Уильяма Дефо в начале картины. Здесь про 7 сестер, все из которых сыграла Нуми Рапаз. «Тайна семи сестер». Такие вот получились в этой посылке флайеры к таким картинам. Далее, следующая студия. Это студия Sony. И первый флайер от студии Sony, это будет последний на сегодняшний день фильм Квентина Тарантино, 9-й фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», в котором снялись много известных актеров, в том числе Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Здесь такие вот кадры, небольшое описание «Однажды в Голливуде». Далее фильм Эдгара Райта «Малыш на драйве», который на носителях уже потом вышел под названием «На драйве» просто. Брали слово «малыш». Естественно, никаких кадров нету, только описание. «Малыш на драйве». Далее фильм от режиссера Венома Рубена Флейшера под названием «Зомбиленд. Контрольный выстрел». Вторая часть этой серии. Здесь у нас снялись Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Эмма Стоун. Здесь 2 кадра, описание. «Зомбиленд. Контрольный выстрел». Далее супергеройский фильм ужасов, который продюсировал и которому сценарий написал Джеймс Ганн. Да, написал сценарий его братья, а сам фильм спродюсировал Джеймс Ганн. Это «Гори, ясно», супергеройский фильм ужасов. Вот такая вот обложка. И кадры из картины и описание. «Гори, ясно». Далее, следующий фильм. Это картина режиссера Дэнни Бойла. Также вторая часть. Т2 Трейнспоттинг. Здесь такое стилизованное изображение.
и описание данной картины. Следующий фильм — это картина от Греты Гервиг по известному классическому роману Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Фильм Грета Гервиг «Маленькие женщины». Далее фильм, который является продолжением и перезапуском франшизы Джуманджи. Здесь видим кадр такой и длинное описание данной картины. Фильм Джуманджи «Зов джунглей». Наконец, последнее. Это флаер к фильму «Кролик Питер» от студии Sony. Здесь видим, кто озвучивали в русском дубляже. Видим персонажей и небольшое описание данной картины. «Кролик Питер». Это были кинофлайеры к фильмам Sony. Далее будет немножко фильмов анимационных от Illumination и DreamWorks. Первый из них — это «Тайная жизнь домашних животных». Такой вот флаер. «Тайная жизнь домашних животных». Далее анимационный фильм DreamWorks, сделанный совместно с китайской анимационной студией под названием «Эверест». Далее анимационный фильм от DreamWorks, который выпускался, когда были права на дистрибуцию у 20 века Fox, это «Тролли». Поэтому здесь видим Fox Russia. Но сам анимационный фильм от DreamWorks. Далее еще один фильм Illumination. Это «Миньоны». Такой спин-офф серии «Гадкий я». Есть описание. 3 персонажа. Миньоны. Следующая картина — это анимационный фильм от студии Laika, который выпускал в студии Universal. Это «Кумба. Легенда о самурае». Стоп-моушен анимация. «Куба. Легенда о самурае». Наконец, последнее по анимации — это «Зверопой 2». Еще один анимационный фильм от Illumination, который у меня есть в коллекции. «Зверопой 2». Здесь таких 2 кадра. Можно с любой стороны. Здесь нету стороны, у которой описание и кадры с фильма. «Зверопой 2». Таких вот 6 анимационных фильмов. Показал вам на кинофлайерах. Далее. Следующее — это фильмы от Universal. Фильмы от Universal. Первый из них — это фильм М. Найта Шьямалана под названием «Сплит» с Джеймсом Макэвоем в главной роли. Здесь кадр и описание. «Сплит». Далее фильм Тома Форда с Эми Адамс и Джейком Джилленхолом «Под покровом ночи». Следующая картина — это фильм Ли Уоннелла с Элизабет Мосс в главной роли «Человек-невидимка». Картина 2020 года. «Человек-невидимка».
Далее фильм от Джордана Пила. Второй фильм этого режиссера «Мы». Здесь кадры, описания. Здесь даже описания нету. Здесь кто снимал, без описания. Далее, следующее. Это вторая часть про слэшер День сурка. Счастливого нового дня смерти. Такое вот интересное есть сзади оформление в виде поста, как будто бы из Инстаграма. Счастливого нового дня смерти. Далее два флаера по серии «Мир юрского периода». Первая часть «Мир юрского периода». И вторая часть «Мир юрского периода 2». Далее следующий фильм. Это картина Дэвида Литча под названием «Взрывная блондинка». Здесь снялись Шарлиз Терон и Джеймс Макэвой. Описание и кадры из картины. Далее фильм с Дуэйном Джонсом в главной роли под названием «Небоскреб». Здесь описание. Такой вот кадр из картины. Небоскреб. Далее два флаера по фильмам из серии «Форсаж». Это флаер к 8 части с такой вот обложкой. Здесь видим кадр, описание. Снялись Вин Дизель, Шарлиз Терон, Джейсон Стэттем, Дуэйн Джонсон. И также спин-офф из серии «Форсаж». Это «Форсаж Хопс и Шоу». И здесь тоже двухсторонний. То есть с обеих сторон. Здесь у нас постеры к данному фильму представлены без описания. Далее следующая картина. Это фэнтези по известной серии игр. По игре Warcraft. Здесь видим такой вот арт и описание. Фильм фэнтезийный Warcraft. Далее фильм, который продюсировал Питер Джексон. Этот фильм называется «Хроники хищных городов», который провалился в прокате. Здесь видим описание и кадры из картины «Хроники хищных городов». Далее фильм про Уинстона Черчилля, которого сыграл Гарри Олдман и получил за это Оскар. «Темные времена». Далее фильм Стивена Спилберга, в котором снялись Мэрил Стрип и Том Хэнкс под названием «Секретное досье». Один из последних фильмов, который выходил с русским на эфирских носителях от Стивена Спилберга. Такое здесь описание. И видим двух персонажей. «Секретное досье». Следующая картина — это попытка перезапуска франшизы «Мумия», в которой снялись Том Круз и Рассел Кроу под названием «Мумия». Данный фильм. Здесь видим мумию, описание, кто снялся. Такой вот флаер фильма «Мумия». Далее еще один фильм с Томом Крузом в главной роли, основанный на реальных событиях под названием «Сделано в Америке».
Здесь виден такой кадр и описание картины. Следующее это фильм Сэма Мендеса под названием 1917, который выиграл несколько Оскаров. Здесь без описания данной картины. 1917. Фильм Сэма Мендеса. Далее. Следующая картина. И это фильм «Рождество на двоих». По известной песне группы Wham! Last Christmas. То есть в оригинале фильм называется Last Christmas. И такое вот интересное оформление здесь видим сзади. Фильм «Рождество на двоих». Далее следующий флаер. Это у нас флаер горизонтальный к фильму, к второй части мюзикла по песням Абба «Мамма Мия 2». Кадры и описание здесь также, как и на других флаерах. И, наконец, последний флаер по фильмам Universal. Это картина с Робертом Дауни-младшим «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Картина 2020 года. И это были все флаеры по фильмам Universal в сегодняшнем видео. Переходим поэтому к студии Warner Brothers. И останется из студии только Paramount. Так. Начинаем флаеры к фильмам Warner Brothers, фильмом «Джокер», в котором снялся Хоакин Феникс. Здесь есть цитата только, никакого описания. Видим Хоакина Феникса в роли Джокера здесь. Далее экранизация романа Стивена Кинга, который является продолжением «Сияния» под названием «Доктор Сон». Здесь совсем нету сзади описания. Точнее, это кадра из фильма нету, только описание фильма. Далее, следующий фильм это «Хоббит», третья часть. «Хоббит. Битва пяти воинств». Такое вот описание данной картины сзади. Далее фильм по волшебному миру Гарри Поттера под названием «Фантастические твари, где они обитают». Первая часть. Здесь видим такой кадр и описание. И также есть флаер ко второму фильму «Приключения фантастические твари. Преступления Гриндевальда». Здесь видим персонажа, животного этого, тварь, и описание картины. Далее, вторая часть Monsterverse, точнее второй фильм про Годзиллу из Monsterverse под названием «Годзилла. Король монстров». Такой вот флаер с Годзиллой и описанием здесь сзади. Следующая картина это фильм Клинта Иствуда, основанный на реальных событиях. Картина называется «Чудо на Гудзоне». Здесь видим Тома Хэнкса, который здесь играл персонажа Чесли Салленберга. «Чудо на Гудзоне». Далее военный фильм Кристофера Нолана, основанный на реальных событиях, под названием «Дюнкерк». Кинофлаер к этому фильму.
Далее фильм режиссера Тодда Филлипса, также основан на реальных событиях, под названием «Парни со стволами». Здесь видим описание небольшое и 2 кадра из картины. Следующая картина — это у нас фильм с Уиллом Смитом «Призрачная красота». Следующая картина, где у нас в главной роли снялся Бен Аффлек в роли бухгалтера. «Расплата». Такая вот обложка. И здесь сзади 1 кадр и описание. «Расплата». Следующее — это фильм режиссера Рона Ховарда по реальной истории, по которой потом напишут книгу «Моби Дик». Вот на основе этой реальной истории «В сердце моря», где снялись Крис Хемсворт, Бенджамин Уокер, Киллиан Мерфи и Том Холланд. Здесь видим этого Криса Хемсворта и небольшое описание. Далее, следующее — это фильм про Тарзана под названием «Тарзан. Легенда». Здесь видим этого Тарзана и описание фильма «Тарзан. Легенда». Далее, следующий фильм, еще одна картина Гая Ричи. Сегодняшнее видео под названием «Меч короля Артура». Здесь видим 1 кадр из картины и описание. Фильм Гая Ричи «Меч короля Артура». Далее фильм «Катастрофа» под названием «Геошторм». Здесь 2 кадра и описание. Фильм «Катастрофа. Геошторм» Джерардом Батлером. И, наконец, последняя из фильмов Warner Brothers — это картина «Tomb Raider. Лара Крофт». Такой вот кинофлайер. Это были все флайеры к фильмам Warner Brothers. И осталось показать фильмы Paramount. Их тоже достаточно много флайеров оказалось в данной посылке. И первый из них — это лайв-экшн адаптация культовой манги «Призрак в доспехах» с Скарлетт Йоханссон в главной роли. Видим 2 кадра, описание данного фильма «Призрак в доспехах». Далее, самый интересный флайер, но сам фильм не очень, это «Трансформеры. Последний рыцарь». «Трансформеры. Последний рыцарь». То есть интересен он таким вот эффектом. Здесь тоже немножко такое присутствует. И здесь сзади никакого описания нету. «Трансформеры. Последний рыцарь». Далее еще один фильм про трансформеров под названием «Бамблби». Про этого персонажа с кадрами и описанием Бамблби. Так. Далее. Следующая картина. Это фильм 2012 года «Кладбище домашних животных». Новая экранизация данной истории. Новая киноверсия культового романа Стивена Кинга. Здесь видим описание «Кладбище домашних животных». Далее фильм с Вином Дизелем под названием «3 икса. Мировое господство».
Здесь видим такие вот арты и описания. Далее фильм ужасов, вторая часть с Эмили Блант и Киллиан Мерфи под названием «Тихое место 2». Такой вот кадр и небольшое описание данной картины «Тихое место 2». Далее арт к шестой части «Миссия невыполнима». «Миссия невыполнима. Последствия». Следующая картина — это фильм режиссера Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр под названием «Союзники». Фильм «Союзники». Далее еще одна адаптация видеоигр под названием «Соник в кино», где в роли людей здесь снялись Джеймс Марсден и Джим Керри. Здесь видим такой арт и описание. «Соник в кино». Далее фильм, где сразу два Уилла Смита, молодой и старый, под названием «Гемини». Фильм Энга Ли с коротким описанием и таким вот кадром. Далее, следующая картина — это фильм по мультфильму, который создан под названием «Дора и затерянный город», про эту Дашу-путешественницу по Дору. И здесь у нас кадры видим и небольшая такая вот головоломка, которую нужно решить. Далее, следующий фильм — это картина про Элтона Джона, биографическая, под названием «Рокетмен». Видим здесь Элтона Джона, которого здесь играет актер Террен Эджертон. И, наконец, последний фильм — это фильм «Спасатели Малибу». Такие вот больше 100 флаеров к фильмам, которые у меня есть в коллекции или скоро появятся. А сейчас в более быстром темпе, не буду много по них говорить, покажу фильмы, которые также были в этой посылке, но которым у меня нет изданий на физических носителях. Но флайеры к ним есть. Первое — это Mortal Kombat. Последняя адаптация этой серии игр. Далее фильм Мэла Гибсона «По соображениям совести», основанный на реальных событиях. Далее анимационный фильм от студии Disney и Pixar «Вперед». Тоже хотел себе в коллекцию данный фильм на физическом носителе. Далее фильм Гая Ричи еще один «Джентльмены». Далее фильм ужасов про большую акулу Мэг Монстр глубины. Далее четвертый фильм из Монстерверса под названием «Годзилла против Конга». Следующая — это 9-я часть Форсажа. Форсаж 9. Далее следующая картина — это детектив известный Брайана Джонсона под названием «Достать ножи». Далее следующая картина — еще один фильм Гая Ричи под названием «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэтхэмом.
Далее фильм режиссера М. Найта Шьямалана под названием «Время». Далее фильм, который вышел спустя долгое время после первой части под названием «Космический джем. Новое поколение». Далее фильм, который снял режиссер Илья Найшуллер под названием «Никто». Такой вот боевик. Так. Следующая картина — это фильм Даррена Аронофски под названием «Мама», где тоже есть двухсторонний флаер. То есть нет определенной стороны данного флаера. Далее, следующий флаер — это картина еще одна про Джона Уика, третья часть, Джон Уик 3. Далее, еще один фильм с Киану Ривзом под названием «Матрица воскрешения». Далее, фильм с Милой Йовович под названием «Охотник на монстров». Далее, вторая часть Тихоокеанского рубежа. Тихоокеанский рубеж 2. Далее, 9-й фильм из серии «Звездных войн». «Звездные войны. Скайуокер. Восход». То есть ко всей трилогии сиквелов есть флаеры в коллекции. Вот фильмов нету 9-го. Далее фильм с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом, основанный на реальных событиях, «Форд против Феррари». Далее фильм с Брэдом Питтом «К звездам». Такая вот картина. Далее фильм Роланда Эммериха «День независимости. Возрождения». Следующая картина и 6-й фильм про Терминатора. «Терминатор. Темные судьбы». Следующая картина, фильм с Мэттом Деймоном от режиссера Александра Пайна. Фильм «Короче». Такая вот картина. Далее фильм с Лиамом Нисоном под названием «Пассажир». Далее еще один фильм с Мэттом Деймоном под названием «Великая стена». Далее, следующая картина — это фильм ужасов под названием «Звонки». Следующая картина — это фильм «Восемь подруг Оушена». Четвертый фильм из этой франшизы. Далее еще один флаер к «Людям Икс», последнему фильму из франшизы «Люди Икс» под названием «Новые мутанты». Далее еще один ремейк от Диснея под названием «Мулан». Далее следующая картина — это фильм с Сашой Ронан и Марго Робби под названием «Две королевы».
Далее фильм, где снялся в главной роли Джош Хартнетт под названием «На глубине 6 футов». Далее картина, фильм ужасов «Клаустрофобы». Далее третий фильм из франшизы Джуманджи под названием «Джуманджи. Новый уровень». Здесь снялись Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, и Кевин Харт и Карен Гиллан. Далее еще один анимационный фильм под названием Angry Birds 2 в кино по известной серии игр. Далее следующая картина — это фильм «Ангелы Чарли». Далее фильм фильм, где в главной роли снялся Майкл Фассбендер под названием «Снеговик». И, наконец, последний фильм, который хотел вам сегодня показать. Последний фильм, который выходил на носителях, но у меня нет пока в коллекции, но флаер есть. Это «Снегоуборщик». Фильм с Лиамом Нисоном. Так вот, последний флаер. И это все на сегодня. Такая вот получилась большая посылка. Длинное видео достаточно для моего канала. Наверное, будет самым длинным. Но решил сразу все показать. Вот такие вот дела. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока-пока.